Next question. Вот только непонятно, Here it's not understandable. спрашивает Андрей, Asks Andrew как Навуходоносор стал ослом, how Nebuchadnezzar became a donkey, а потом опять родился царем and then Навуходоносором. again was born as King Nebuchadnezzar. Ответ. Answer: Перевоплощение, то есть реинкарнация, reincarnation and rebirth происходит не только occurs физически, not only physically но и духовно. but also spiritually. Кроме тела, человек имеет дух и душу. Not only the body, the person also has a spirit. 1 Фессалоникийцам 5:23. 1 Thessalonians 5:23. Сказано в Даниила It says in 4:12. Daniel 4:12, Главный корень его оставьте в земле. his major root leave it in the land. Главный корень это душа. The major root meaning the soul, Бессмертное начало человеческого я, the moral beginning of the person, сотворенное по образу и подобию which was Бога. created by the image and descendants of Бытие God. 1:26. Genesis 1:27. После окончания земной жизни After Навуходоносора, which Nebuchadnezzar, когда он лишится царственного величия, when he is left from the king for glory, этот главный корень, that main root, его духовная which личность, is his spiritual youth, не будет допущена в высший мир, growth won't be allowed to enter into the но higher останется в земле, world, but will end up in earth, то есть в мире физических форм. meaning in the world of physical forms. Душа Навуходоносора будет обитать в The soul of животном мире. Nebuchadnezzar will be found in the animal-like world. Душа Навуходоносора сменила немало тел животных, The прежде son of чем Nebuchadnezzar did not искупила свои destroy many грехи. different types of movements of knowledge Следующий вопрос. for Что becoming такое cleansed. попусту не произносить имя Бога? What does it mean not to say the name of God in vain? Ответ. Answer: Попусту ты не можешь meaning привлекать силу Творца для того, чтобы not to call the произвести Creator эгоистическое in order to действие. form an egoistic act. Творец это исключительно альтруистическая Creator is the сила, altruistic свойство power. отдачи. With the desire to give, Ты не можешь использовать его, you can't use it, просить его, to ask it, требовать to demand from it, или каким-то образом or by привлекать эту силу any для form call this power toward совершения эгоистических действий. the acting and moving of egoistic desires. Следующий вопрос. Что означает, Next ибо question. не What простит does it Бог такому God will человеку? not forgive such a person. Ответ. Answer: Тора говорит эти слова о the человеке, Torah says these words about a который person провозглашает, что он будет who счастлив proclaims that he will be happy тогда, когда будет служить другим богам. when he will serve other gods. Господь не простит такому человеку. God won't forgive such a Это person, означает, что его Бог meaning накажет. God will punish that person, А посредством наказания происходит and through прощение. punishment there's forgiveness. Исайя 27:7-9. Isaiah 27:7-9. Следующий вопрос. Next question: Что означает раб в духовном понимании? what does it mean servant in a spiritual knowledge? Рабом называется свойство, которое уже Servant находится are в твоей called власти, Those who are within your power, которым ты уже можешь работать на отдачу. from which you can work toward to the desire to give. Пророки и апостолы назывались рабами The Бога, prophets and the apostles were called the так servants как of они God действовали как Творец с желанием because отдачи. they acted like the Creator with the desire to give. Следующий вопрос. Почему Иисус, Uh, великий посланник Бога, Why did Jesus, a great sender from God, позволил убить себя? allow himself to be killed? Ответ. Answer: Иисус сказал, Jesus said, что не существует большей любви, нежели пожертвовать no свою greater жизнь love за своих друзей. than to give your own life for thy neighbor. Иоанна 15:13. John 15, 13. 13. 13. В Евангелии от Иоанна 3:16 говорится, что Бог From полюбил John нас так, 3:16, God loved us so much что послал Иисуса стать He жертвой за нас. Christ to die for us. Танах учит, что смерть праведников искупляет Tanakh грехи teaches людей. that the death of the righteous cleanses us from Исайя sins. 53 глава, Isaiah Даниила 58, 10th chapter, 9:26. Daniel 9:26. Страданиями пророка Иезекиила искуплялись грехи With Израиля и Иуды. The punishment and the sufferings of Иезекиила the 4 prophets, глава. like in Ezekiel 4 Так chapter, it Яхве says, угодно было, чтобы cleansed. умер Мессия That's why it was мученической Yahweh's will смертью. for the Messiah to die
the death of a torturer. Исайя 53:10. Isaiah 53:10. И таким образом искупить грехи всех людей. And by this way, lead to forgiveness of all people. Иоанна Евангелие 1:29. John 1:28. Кровь Иисуса очищает нас от The всякого blood греха. of the Lamb cleanses us 1 from Иоанна all sins. 1:7. 1 John 1:7. Что такое духовный рост? What does it mean, Ответ. spiritual growth? Духовный Answer. рост Spiritual growth means, описан в втором послании Петра. it's written in the second Первая writings, глава, John 1st 3 chapter, по 8 стих. 3rd to 8th verses. При духовном росте During a spiritual growth, эгоизм, egoism, дела плоти, the desires of the о flesh, чем подробно пишет Павел Римлянам в 7 about главе, which Paul writes to Romans Галатам 7th 5 chapter, глава, Galatians 5th chapter, будут все they will be all меньше проявляться в нашей жизни. less shown in our lives. Духовный рост Spiritual growth определяется как познанием всяким духовным is found знанием, and understood through accepting of all spiritual knowledge, всякой мудростью, всяким духовным all разумением воли wisdom, Бога, all spiritual understanding of the will of God, также и плодами Духа. and same with the Spirit, with the fruits of the Духовный Spirit. рост длится всю жизнь. Spiritual growth happens throughout the entire life. Когда мы изучаем When we study и применяем Слово Божие. and accept the words of God, 2 Тимофея 3, 16, 2 17. Timothy 15, И 17, поступаем по Духу, Галатам 5, and act according to the 16 по Spirit, 26. 16:26. Следующий вопрос, что значит слова Павла? What do the words of Paul mean? 1 Коринфянам 3 глава, 1 Corinthians 3rd chapter, первые 3 стиха. first 3 Он verses. верующих людей называет What does he call the believers? говорящих на иных языках, Those who speak имеющим дары Святого according Духа, to the words, having the knowledge of the Spirit, людей Нового Завета, knowledge называет плотскими. which are called, why does he call them physical? Ответ. Answer. Плотские и живут по плоти, а не по духу. The physical live according to the Spirit, not according Понимают to Писание только буквально и отвергают knowledge. по They only духу. accept, Римлянам 7:14. and deny him of this spiritually. Мыслят о плотском, земном. They desire and think about the physical and the earthly.